Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии прямо сейчас все более заметно, что официальные показатели инфляции и повседневные расходы людей просто отличаются. В отчетах около 2%, а в магазинах и в счетах ощущение совсем другое. Фридрих Мерц уже вынужден объяснять, почему при стабильных цифрах семьи чувствуют себя все беднее. А в Брюсселе при Урсуле фон дер Ляйен впервые заговорили о том, что сами методы подсчета инфляции могут не отражать реальность. И это еще не все. В Германии вдруг вскрывается слабое место немецкого автопрома. Volkswagen публикует данные, и становится ясно, почему переход на электромобили идет гораздо медленнее, чем обещали нам с вами. На глазах разворачивается ситуация, когда Германия рискует отстать от Соединенных Штатов Америки и Китая. А вот громкие слова о зеленом будущем Европы все больше расходятся с тем, сколько людей реально работают над этим переходом. И напоследок обостряется еще одна тема – это отопление. С Нового года цена на выбросы СО2 выросла, и в Германии счета за газ и нефть идут вверх. Для канцлера Фридриха Мерца это уже политическая проблема, потому что объяснить людям, то есть нам с вами, почему отопление дорожает ради климата, становится все сложнее. А Урсула фон дер Ляйен продолжает настаивать, что Европа должна идти этим путем и дальше. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня в Европе официальные цифры говорят, что инфляция в Германии держится на уровне примерно 2,3% в годовом измерении и даже опустилась до примерно 2% к концу 2025 года. Это данные федеральной статистики. На бумаге все выглядит довольно мирно, но ощущение людей совсем другое. Например, покупка продуктов, оплата услуг, счета за коммуналку, аренда жилья – все это растет гораздо быстрее, чем те официальные проценты. Многие семьи в Германии говорят, что их личная инфляция ощущается как минимум вдвое выше официальной. Аналитики называют это индивидуальная инфляция, то есть когда то, что реально тратит семья, растет быстрее, чем общий индекс для всей экономики Германии. Пример из повседневной жизни. Например, сравните, сколько стоил десяток яиц, килограмм картофеля или молочки 3-4 года назад и сколько сейчас. В ряде супермаркетов цены на такие базовые продукты выросли заметно больше, чем на остальные товары. Это именно то, что люди ежедневно видят в своих чеках, и именно это формирует ощущение расхождения между статистикой и личными расходами. И я вам скажу, что за этим стоят несколько факторов. Официальный индекс потребительских цен учитывает среднюю структуру потребления и делит товары и услуги на категории, веса которых фиксированы статистикой, но реальные расходы у каждой семьи разные. Например, кто-то тратит больше на жилье, кто-то на питание, кто-то на транспорт. И если именно эти статьи расходов растут быстрее среднего, то личное ощущение инфляции будет значительно хуже, чем цифра 2%. Есть и техническая сторона. Цены на энергию и топливо в Германии за последние месяцы снижались или иногда росли медленно, а продовольствие, проезд, услуги связи и уход за пожилыми, как я вам рассказывал в прошлом видео, растут быстрее. И важно здесь понимать, что такой сдвиг в структуре расходов не всегда отражается сразу в официальном индексе, но он чувствуется в нашем с вами семейном бюджете. Именно поэтому он не способен съедать, скажем так, большую часть прибавки зарплаты или пенсии. Таким образом, этот разрыв между официальной статистикой и личным опытом усиливает социальную напряженность. Ему уже недостаточно услышать, что инфляция в пределах цели Европейского центрального банка. Люди смотрят на свои чеки и сравнивают молоко, хлеб, электроэнергию, аренду. То есть это то, за что они платят реальные деньги. Канцлер Фридрих Мерц признает, что официальные цифры стабильны, но отмечает, что многие семьи продолжают ощущать высокую нагрузку расходов. Мерц также упоминает необходимость поддержки среднего класса и меры по облегчению расходов, но четких шагов от него пока нет. В Брюсселе также ситуация обсуждается, но уже на уровне всей Европы. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорит, что страны должны смотреть не только на цифры официальных индексов, но и на то, как реальная инфляция отражается на людях и предприятиях. Она призывает к переоценке методик и учету фактических расходов домохозяйств в будущей статистике ЕС. Поэтому, если вы хотите определить, какая инфляция для вас лично, или если вы чувствуете, что инфляция намного выше официальной, сравнивайте собственные расходы по категориям, анализируйте чеки и считайте цену за килограмм, литр или поездку, а не только процент за год. Это поможет понять реальную динамику вашего бюджета, а не только средние цифры из отчета Мерца. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии крупнейший автопроизводитель переживает трудный поворот. Volkswagen опубликовал данные о численности сотрудников, занятых в направлении электромобилей, и эти показатели оказались заметно ниже ожиданий. Несмотря на масштабную риторику о зеленой трансформации и будущем электричества, всего лишь около 65 тысяч сотрудников работают непосредственно над электрификацией, включая разработку батарей, электромоторов, программное обеспечение и новых платформ.
Для справки скажу, что это примерно менее 15% от общего числа рабочих на предприятиях группы Volkswagen. Остальные десятки тысяч заняты в традиционных производствах, логистике, сервисном обслуживании и цепочках поставок, которые пока еще завязаны на двигателях внутреннего сгорания. Таким образом, на фоне глобального перехода к электромобилям многие ожидали, что Volkswagen, как крупнейший немецкий автопроизводитель, будет на переднем крае трансформации, но, как вы видите, данные показывают, что основная масса рабочих мест все еще занята с прошлой технологией. И хочу вам привести пример для сравнения. У тех же конкурентов в Китае и Соединенных Штатах Америки доля сотрудников, занятых в электрификационных направлениях, значительно выше, и это создает дополнительные вопросы и к репутации немецкой промышленности, которую ранее, кстати, считали способной быстро адаптироваться к новым рынкам. Поэтому сегодня, несмотря на заявления политиков о поддержке электрической мобильности и зеленой промышленности, фактический переход требует не только субсидий, но и масштабной перестройки производственных цепочек, переподготовки кадров и инвестиций в инфраструктуру. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже не раз говорил о том, что немецкий автопром должен быть конкурентоспособным в новой эре. Но с другой стороны, он исповедует тот сбалансированный подход и подчеркивает, что производственные мощности, рабочие места и экономическая стабильность должны сохраняться. Европейский контекст здесь тоже очень важен. Мы с вами не раз наблюдали, как глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на различных форумах и заседаниях подчеркивала, что Европа должна ускорить электрификацию транспорта, развивать производство батарей и стимулировать экспорт экологичных технологий. Но директивы и цели Брюсселя – это одно, а реальная адаптация больших предприятий, таких как Volkswagen, совсем другое. А дальше еще есть важная новость. В Германии отопление становится заметно дороже, и это мы с вами видим уже в реальных чеках. Причина кроется в росте цены на выбросы СО2, который с начала 2026 года поднялся до максимума 65 евро за тонну. Эта плата включается в счета за газ и нефть и увеличивает расходы миллионов семей. Я даже приводил как-то вам цифры, где по разным оценкам владельцы одноэтажных домов с газовыми котлами могут переплачивать сотни евро в год, а в квартирах расходы также растут. По сути, Германия постепенно делает дешевое отопление нефтью и газом менее выгодным, чтобы стимулировать немцев к переходу на тепловые насосы, солнечную энергию и другие экологические системы. Напомню, что это часть обязательств по снижению выбросов и достижению климатической нейтральности к 2045 году. Но такие изменения всегда отражаются и на бюджетах людей, нас с вами, особенно у тех, кто не может быстро заменить старую систему. Например, семья из бывшей газифицированной квартиры в Баварии теперь платит до 78 евро в год больше за СО2 плату только за отопление, а у владельца дома с более высоким потреблением цифры могут доходить даже до 300-400 евро дополнительно. И возникает вопрос, почему Германия относительно легче адаптируется к этим изменениям по сравнению с соседними странами? А дело в том, что многие европейские страны вводят новые налоги на отопление впервые, а у Германии уже есть действующий механизм СО2 ценообразования, и рынок частично адаптирован. И еще для сравнения пример, надо понимать, что даже Польша, Венгрия и Словакия подобная плата появилась бы на фоне гораздо более низких доходов населения, и это, соответственно, повлияло бы на бюджеты семей значительно ощутимее. Эксперты считают, что в будущем влияние цены на выбросы СО2 станет более ощутимым для немецких домохозяйств, особенно после введения общеевропейского механизма для зданий и транспорта с 2028 года. Тогда во многих странах ЕС, особенно в Восточной Европе, бытовые расходы на отопление вырастут еще сильнее, поскольку механизма компенсации пока там нет. Для Германии ключевой вопрос сейчас – это как смягчить последствия для домохозяйств с низкими доходами и старыми домами. Канцлер Германии Фридрих Мерц уже сталкивается с вопросом со стороны населения, поскольку повышение цены на выбросы СО2 увеличивает стоимость отопления, а объяснение долгосрочных выгод требует дополнительных разъяснений. В то же время в Брюсселе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен продолжает настаивать на своем и подчеркивает, что Европа должна двигаться к климатической нейтральности, иначе зависимость от импорта газа и нефти может усилиться в долгосрочной перспективе. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.